Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 15 апреля, сегодня у нас с вами суббота. Обращаю ваше внимание, что день такой двуличный, поэтому вам стоит обратить внимание на те советы и рекомендации, которые мы вам дадим, чтобы этот день для вас прошел удачно и благополучно. Также обращаем внимание, что сегодня у нас с вами последний день перед Пасхой, сегодня Великая Суббота. И поэтому очень важно провести определенные сегодня практики и обряды, чтобы уберечь себя от тех или иных негативных программ и проблем. Поэтому для проведения этой практики вам понадобится буквально щепотка соли. Как это правильно сделать и что нас сегодня ожидает, друзья, все далее более подробно. Давайте, как всегда, по традиции мы с вами начнем с лунного календаря и посмотрим, что же нам несет этот день, как Луна будет сегодня влиять на людей, а также какой знак сегодня будет главенствовать. Итак, сегодня у нас с вами 24 и 25 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что 25 лунные сутки наступят в 4 часа 37 минут по московскому времени, и с нами будут на протяжении дня, соответственно, нас будут и влиять. А также обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами убывающая Луна, убывающая в знаке зодиака Водолей. Что этот день, друзья, несет нам? Что же нам ожидать? Но обратите внимание, что символом этого дня по лунному календарю выступает черепаха, или два сосуда с мертвой и живой водой. Недаром мы сказали в начале видео о том, что сегодня двуликий день. Если вам кажется, что у вас все хорошо, то, пожалуйста, радуйтесь этому. Если у вас сегодня плохой день, вы даже встали, вы чувствуете себя дискомфортно, это признак того, что вам нужно постараться сегодня сонастроиться с энергиями Вселенной, чтобы она была только на вашей стороне. Кроме того, обращаем ваше внимание, что символ этого дня черепаха, это говорит нам о том, что сегодняшние все действия, все те мысли, которые вы хотели бы сегодня делать, мыслить, совершать, договариваться, все это будет идти семимильными шагами. То есть очень медленно. Люди сегодня будут какие-то нерасторопные, 100 тысяч раз будут задавать вопросы, не понимать, забывать. Это нормальное состояние этого дня. Поэтому, пожалуйста, не расстраивайтесь, принимайте это как есть. Знаете, всегда очень важно, чтобы вы относились к людям с любовью, потому что бывает так, что, есть такие дни, когда Луна достаточно сильно влияет на людей, и люди сами не понимают. Вообще бывает так, что, возможно, вы даже сами за собой замечали, что вы садитесь за руль, или вы едете в общественном транспорте и садитесь не на ту маршрутку, не на тот трамвай, не на тот троллейбус, не на той остановке вы ходите. И вот именно сегодня вот такой день, когда вот нужно быть очень внимательным и осторожным. Кроме того, если вы сегодня собрались с кем-то идти на какие-то встречи, возможно, за покупками, то просите, чтобы кто-то вас подстраховал. Или берите все, записывайте и время от времени смотрите на свою бумажку, потому что именно такой вот день будет двуликий, который будет вас постоянно сбивать с пути. И если у вас, конечно же, сильная энергетика, то у вас не получится ни у кого сбить, но это не повод того, чтобы вы думали, что этот день для вас пройдет вот именно вот так. Будьте все-таки внимательны, будьте все-таки, пожалуйста, осторожны. Поэтому сегодняшний день в какой-то степени очень важно пробыть в такой, в одиночестве, в спокойствии. Мы все-таки готовимся к Пасхе, и сегодня суббота, все-таки желательно находиться в таком спокойном, в гармоничном состоянии. Не проявляйте сегодня слишком большой активности, не должно быть у вас поспешности, какой-то беготни, не успели что-то сделать, приготовить, не нужно рвать сердце, придет всему свое время, помните об этом. Также сегодня старайтесь избегать любых случайных контактов, любых неожиданностей, потому что это просто ни к чему. Также этот очень день, знаете, он не зря именно такой день. Очень важно, чтобы сегодня те знаки, которые будет подавать вам Вселенная, вы не спешили, видели, старались очиститься от физических и от духовных шлаков, думали о том, что вам нужно изменить, что вам нужно сделать. Кроме того, очень хорошо в этот день, если вы пойдете в храм, церковь, вы стоите службу. Конечно, это не каждому дано, но хотя бы зайти на службу, купить свечи церковные,
постараться зайти помолиться, можно своими словами, не обязательно с помощью каких-то определенных молитв. Помните о том, что главное это делать от чистого сердца. Также сегодняшний день очень важно, чтобы вы прислушивались к себе, к своему сердцу. Постарайтесь обдумать, возможно, какие-то моменты в своей жизни, почему у вас не получается. Конечно, мы не говорим о том, что прямо сейчас, сию секунду придет ответ на тот или иной вопрос, но очень важно, чтобы вы задали вопрос, для чего вам этот урок, что вы должны вынести с этого урока. Вот это очень важно в этот день. И обращаем ваше внимание, что сегодня будет приходить очень много знаков, по разным и разными способами. Здесь очень важно, чтобы вы воспринимали это как указание, потому что таким образом перед вами откроются новые возможности, появятся новые силы для того, чтобы реализовывать и делать в своей жизни. Также обращаем ваше внимание, что в некоторых людях сегодня будет достаточно сильно бурлить именно энергия, а у некоторых людей наоборот будет присутствовать такая лень, апатичность, ничего не хочу ничего делать. Поэтому обязательно хотя бы сегодня покрасьте яички, обязательно подумайте о том, что бы вы хотели на следующий год, чтобы в вашей жизни было. Даже если вы встречаете одна или один, это не повод тосковать, переживать, потому что всему свое время. Обращаем на ваше внимание. Также обращаем ваше внимание, что сегодня реагируйте на любые провокации со стороны, потому что вас сегодня могут вовлекать, чем-то просить, провоцировать. Здесь нужно, чтобы вы внутренне чувствовали, если это не ваше, это вам не нужно, то отказывайтесь от этого, вам от этого лучше не будет. Также обращаем ваше внимание, если мы говорим о сегодняшнем здоровье, то именно сегодня противопоказано употреблять лекарства, сигареты, грубую пищу, в общем, все то, что забивает работу человеческого мозга. Также уязвимая часть тела – это наши уши, поэтому не следует их сегодня чистить, прокалывать в этот день, а также делать всевозможные операции. Что же касательно стрижки волос на этот день, то стрижка волос увеличит глазное давление и приведет к ухудшению зрения, обострятся глазные болезни, вероятны воспаления, а также появление ячменей. На что еще стоит обратить внимание, что очень важно – чтобы в этот день вы уделили внимание себе, вы уделили внимание своей семье. Если у вас в семье есть дети, внуки, обязательно им уделите внимание. Не забудьте подготовить какие-то подарочки. Не обязательно должно быть что-то большое, громоздкое или дорогое. В обязательном порядке просто покажите свое внимание. Это важнее, чем что-либо. Также обращаем ваше внимание, уделите сегодня внимание своему обязательно здоровью. Обязательно в этот день не забудьте выпить травы, та же ромашка, может быть, мята. Она очень вам поможет и сонастроитесь таким образом с энергиями Вселенной. Также в этот день новые дела мы не рекомендуем вам начинать, потому что ни к чему это не приведет. Также в этот день не стоит заниматься денежными операциями никакими, можете только какими-то мелкими, если там возможно оплатить коммунальные услуги или что-то в этом роде. Общение с начальством и менять место работы мы сегодня вам не рекомендуем, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Кроме того, общение сегодня с начальством будет пустым для вас. То есть, чтобы вы сегодня не разговаривали, о чем вы сегодня не общались, уже буквально с понедельника вы узнаете о том, что вас ждет что-то совсем другое. Так что, друзья, обращайте на это особое внимание. Что же касательно работы с недвижимостью, то сегодня можно проводить любые операции с недвижимостью, это поможет вам в будущем. На что еще, друзья, стоит обратить внимание, так это на отдых, потому что сегодня идеальный день для отдыха. Не бойтесь уделять внимание себе, потому что когда вы действительно умеете отдыхать, вы умеете настраиваться с энергиями, да и благо такие дни идут у нас, великие, святые дни, поэтому очень важно. Кроме того, сегодня не старайтесь выяснять отношения, потому что это ни к чему не приведет, потому что в этот день споры нежелательно.
Что же касательно зачатия, то сегодняшний день вполне подходит для зачатия. Рекомендуются сегодня умеренные физические нагрузки. Также день подходит только для небольших домашних дел, поэтому готовка, помыть посуду – это самое то. Что касательно снов, то в сны верить не стоит, потому что они могут исполниться, а могут быть в то же время очень обманчивыми. Иногда они могут принести вам зло, также после них вам обязательно придется ставить обереги, чтобы не привлечь в свою жизнь какие-то не очень хорошие ситуации. Поэтому, знаете, иногда недаром Вселенная, высшие силы отправляет нам определенные энергетические знаки, на которые нам стоит обязательно обратить внимание. Ну и как мы сказали, друзья, сегодня все-таки такой вот день негативный в какой-то степени, когда за некоторыми людьми будут прямо идти ихние проблемы, какие-то беды по пятам, поэтому чтобы не было в этот день вот таких вот не очень хороших ситуаций, мы рекомендуем провести практику. Возьмите буквально щепоточку соли, откройте входную дверь, вне зависимости, это у вас частный дом или это квартира, и бросьте щепотку соли, скажите следующие слова. Все положительные энергии, что в дом войдут, приумножаю, по дому их распространяю, счастье, удачу и благополучие с их помощью привлекаю. После этого закрывайте двери, идите занимайтесь своими делами. Эту соль уже через пару дней, посмотрите, когда вот вы прям почувствуете, что нужно делать уборочку, просто подметете и выбросите, как обычный мусор. Вот, друзья, такой у нас с вами день 15 апреля. Мы надеемся, все в этот день готовятся к великому празднику, а кто не готовится, мы в любом случае желаем всего самого наилучшего. Пусть в вашей жизни будет только достаток, благополучие, мир и мирное небо над вашей головой. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.